Привет, как дела? У нас уже становится холодно, и когда холодно, мне всегда хочется просто ничего не делать, смотреть какой-нибудь интересный сериал и ждать, когда снова будет лето, когда снова будет тепло. Поэтому сегодня я хочу показать вам несколько классных сериалов на русском, разных сериалов. И я расскажу, где их можно смотреть с субтитрами и как найти еще больше классных сериалов на русском языке. Первый сериал, о котором я хочу рассказать, это «Кухня». Главный герой — молодой человек, молодой шеф-повар, который хочет работать в ресторане. И он нашел новую работу в очень дорогом месте. И, конечно, на этой кухне есть огромное количество интересных персонажей. Папочка готовить будет. Если вам нравятся такие телешоу, известные во всем мире, как, например, «Адская кухня» Гордона Рамзи, или, например, «Интерны», легкая, интересная, попроще, веселая, то, пожалуйста, «Кухня» — сериал для вас. Что еще интересного? На Ютубе есть первые 5 серий с русскими субтитрами, так что вы можете прямо сейчас найти, посмотреть ссылку в описании и можете начать смотреть. Сериал номер 2 — драма про Советский Союз. Если вам понравился сериал «Чернобыль», в котором рассказывается, как советская бюрократия справляется с катастрофами, то этот сериал для вас. Он называется «Нулевой пациент». Нулевой пациент — это первый человек, который заболел какой-то болезнью. Этот сериал о молодом враче, который подозревает, что у некоторых его пациентов есть ВИЧ, болезнь, которой до этого в СССР не было. Это похоже на что-то серьезное. Коллеги ему не верят, никто ему не верит, и ему приходится самому решать, что будет с этими людьми. Я сама сейчас смотрю этот сериал, и мне кажется, что он очень хорошо сделан, поэтому могу посоветовать. Следующие 2 сериала тоже будут о такой советской действительности. Первый — это «Пищеблок». Он рассказывает о пионерском лагере. В этом пионерском лагере дети начинают пропадать по ночам. Конечно же, все начинают их искать, но все не то, как кажется. Если вам нравится сериал «Очень странные дела», или вам нравится эстетика Олимпиады 80-х, то этот сериал для вас. Следующий сериал опять про Советский Союз и опять страшный. Этот сериал называется «Метод». Я его смотрела. Мне кажется, первый сезон я посмотрела за 3 дня. Это российский true crime, сериал, в котором рассказывается про очень известных маньяков Советского Союза, но переложено в художественную форму. Поэтому смотреть очень интересно, с одной стороны, а с другой стороны очень жутко и очень страшно, потому что ты понимаешь, что эти люди, эти маньяки, они были на самом деле. Как говорится, слабонервным лучше не смотреть, слабонервным детям и беременным лучше не смотреть. Но если вы любите пощекотать нервы, то я очень советую. И последний сериал, который я хочу посмотреть, называется «Триггер». Об одном психологе, который специально своих клиентов доводил до критической отметки, чтобы те выздоравливали. Знаю, что с тобой произошло! Помоги! Это, конечно, не психотерапия вообще никак. И психотерапевты нормальные так не работают. Психолог, блин. Вот он же ни хрена не умеет. Но однажды одна его пациентка, одна его клиентка не справляется с его напором, и это меняет его жизнь. Мне очень интересно, что там будет дальше. Итак, если вам понравился какой-то из этих сериалов, то где же их смотреть? Самый простой способ, который я советую, это сайт Кинопоиск. Ссылка у меня в описании. Один минус. Вам будет нужен VPN, чтобы зарегистрироваться.
Но потом, когда вы зарегистрируетесь, вам VPN не нужен будет. Первый месяц бесплатно. Вступайте в этот чат, он бесплатный тоже для всех. И каждую неделю, каждое воскресенье мы созваниваемся и говорим по-русски. Не забудьте поставить лайк. Вот.